Молодая олимпийская спортсменка исчезла во время обычного тренировочного заплыва. Ни тела, ни следов, ни объяснений. Только океан, молчаливый и безжалостный. Все сочли, что она утонула. Но ее отец, Иван Керимов, никогда не принимал этого. Он продолжал искать день за днем, год за годом, пока спустя 4 года не нашел то, что изменило все — камеру, привязанную к заброшенному бую далеко за пределами привычного маршрута дочери. Солнечные лучи, преломляясь сквозь сине-зеленую толщу воды, освещали каменистое дно. Иван медленно продвигался вперед, освещая путь фонарем. Из баллона вырывались пузырьки, поднимаясь вверх, единственный звук в подводной тишине. Он просеивал ил, проверял водоросли, нырял глубже, чем когда-либо. Над ним покачивалась на якоре лодка «Морской страж». Он вышел далеко за пределы Птичьего мыса, туда, куда обычно не заплывал даже он. Что-то подсказывало. Нужно искать именно здесь. Кислород подходил к концу, и он уже собирался возвращаться, когда заметил второй буй. Не тот, у которого тренировалась дочь. Этот был старый, покрытый ржавчиной, с изогнутыми штангами. Иван подплыл к нему, ухватился за металлический каркас и заметил на конструкции прикрепленное устройство. Он вскарабкался, вскрыл корпус и понял — это камера GoPro, точно такая же, какую он когда-то подарил дочери. Он не мог поверить. Камера сохранилась спустя 4 года. Батарея была мертва, но карта памяти выглядела целой. Он аккуратно спрятал ее в водонепроницаемую сумку, поплыл к лодке, едва сдерживая дрожь в руках. Его друг, бывший напарник по дайвингу, заметил состояние Ивана. «Ты как будто призрака увидел». «Я нашел ее камеру», — тихо сказал Иван. Они немедленно направились в порт. Иван передал камеру в полицию. Судебный техник проверил носитель, и на экране появилось лицо Мадины. Она была жива, смеялась, поправляла очки. Неожиданно в кадре появляется незнакомый парень, зовет себя Тимуром. Завязывается разговор, затем они уплывают вместе. Камера продолжает снимать пустую воду. Через полчаса в кадре мелькает катер с логотипом водно-спортивной компании Aqua Horizon. Иван узнал этот логотип. Такие катера он видел в местном порту. Иван показал запись детективу, вместе они распознали логотип и начали расследование. Компания Aqua Horizon числилась в спонсорах ряда спортивных мероприятий и активно поддерживала молодых атлетов. Но лица на катере вызвали подозрения. Иван, посещая благотворительное мероприятие для пловцов, увидел стенд компании. Подошел. Работники насторожились при упоминании имени Тимур и при виде фотографии катера. Их поведение было слишком нервным. Через несколько минут они начали сворачивать стенд и покинули мероприятие. Иван проследил за фургоном, в котором те уехали. Он позвонил детективу и сообщил о слежке. Фургон съехал с трассы и направился к заброшенной станции, скрытой в уединенной бухте. Иван наблюдал из укрытия, как мужчины выгружают ящики и встречают других людей. Подошла лодка, с нее сошли вооруженные охранники. Женский голос доносился с причала, испуганный, умоляющий. Голоса, приказы, и вскоре моторная лодка снова ушла в открытое море. Он слышал обрывки фраз. «Держали их 4 года, если кто-то проговорился, нас всех прикончат. Нужно срочно сваливать». Иван замер от ужаса. Все это время Мадина могла быть в плену. Он незаметно ретировался, вызвал детектива и направился к главной станции, где их ждали катера береговой охраны и полиция. Они начали морскую операцию. По данным с воздуха и прибрежных радаров, лодка двигалась к удаленным островам. Иван настоял, чтобы его взяли с собой. Он знал все подводные пещеры и течения в этом районе. Это был его мир. Его дочь там, и он обязан идти. Катера догнали лодку у большой яхты.
С воздуха сообщили, что на палубе готовятся к погружению 3 женщины. Иван понял, их собираются скрыть под водой через систему пещер. Он увидел, как они надевают снаряжение. Среди них могла быть Мадина. Полиция пыталась перехватить лодку, но в ответ раздались выстрелы. Иван спрятался, а затем, когда никто не смотрел, схватил снаряжение и прыгнул в воду. Без баллона с одним регулятором он плыл к яхте. Он вскочил на палубу, где его никто не ждал. На палубе он нашел стойку с гарпунами. Но прежде чем он успел взять оружие, за его спиной щелкнул затвор. Перед ним стоял молодой человек, Тимур. Он был пьян, в одной руке бутылка, в другой пистолет. Иван узнал его сразу. «Ты ее отец?» — спросил он. Иван кивнул. «Она была особенной», — проговорил Тимур. «Но я не решал. Это все мой отец». Из двери вышел второй человек, пожилой, с холодным лицом. Это и был хозяин яхты, компании, всей этой схемы. Он направил пистолет на Ивана. «Ты искал слишком долго», — сказал он. «Теперь ты просто исчезнешь». Но в ту же секунду Тимур выстрелил в отца. Почти одновременно Иван выстрелил из гарпуна. Оружие попало в плечо Тимура. Старик упал замертво. Тимур рухнул рядом. В хаосе Иван был ранен. Пуля задела его бедро. Он упал, кровь залила штанину. Но он все же собрался и, хромая, добрался до кормы и снова прыгнул в воду. Под водой продолжалась борьба. Полицейские дайверы сражались с вооруженными охранниками, пытаясь освободить женщин, скованных наручниками. Среди них Иван заметил Мадину, худую, изможденную, но живую. Она боролась с мужчиной, к которому была прикована. Иван, истекая кровью, плыл к ним. У него не было оружия, но был опыт. Он вырвал у охранника дыхательный регулятор. Мужчина забился, отпуская Мадину. Полицейский подоспел и перерезал наручники. Иван от потери крови начал терять сознание. Последнее, что он увидел — лицо дочери. Она смотрела на него с ужасом и надеждой. Он протянул к ней руку, прежде чем все погрузилось в темноту. Очнулся он уже на борту катера береговой охраны. Медик зажимал рану. «Где Мадина?» — прохрипел Иван. Голос, которого он ждал 4 года, ответил рядом. «Папа, я здесь». Она держала его за руку. Когда они добрались до берега, медики встретили их. Полиция взяла под охрану яхту. Тимур был арестован. Он не сопротивлялся, дал признательные показания, объяснив, что был всего лишь орудием в руках отца. Его роль заключалась в том, чтобы находить талантливых девушек, убеждать их, заманивать в ловушку. Отец, владелец Aqua Horizon, держал их в плену, убеждая, что готовит к мировым стартам. Девушки жили на территории виллы под круглосуточной охраной. Некоторые пытались бежать. Больше их никто не видел. Мадина выживала, надеясь, что отец ее ищет. Надеялась, что он не сдался. И он не сдался. После оказания помощи и коротких допросов Мадина рассказала все. Как ее заманили, как усыпили, как держали, как Тимур пытался быть добрым, но всегда был под указами отца. Она рассказала и о других, о девушках, которые не вернулись, о тренировках, о шантаже, о страхе. Федеральные службы взяли дело в работу. Разоблачения только начинались. Компания была лишь фасадом. За ней стояли грязные сделки, контрабанда, торговля людьми. Мадина и 2 другие девушки стали ключевыми свидетельницами, но самое главное — они были живы. Прошло несколько недель. В один из вечеров, сидя на веранде, Мадина повернулась к отцу. «Ты знал, что найдешь меня?» «Я не знал, когда, но я знал, что не остановлюсь», — ответил Иван.
Она сжала его руку. Я тоже не сдавалась. Только поэтому выжила. Впереди их ждали долгие месяцы реабилитации, судебных заседаний, рассказов и возвращения к нормальной жизни. Но они были вместе. И больше ничего не имело значения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.